Добрый вечер. В студии по-прежнему я, Владимир Словоблуд. А это значит, что у вас, уважаемые телезрители, снова появилась прекрасная возможность впитать своими неокрепшими умами очередную порцию моих умоиспражнений. Точнее, этих умозаключений. Меня тут в комментариях попросили прокомментировать новость о том, что Верховный суд Российской Федерации признал экстремистским якобы несуществующее международное движение ЛГБТ. Я считаю решение абсолютно предсказуемым, поскольку наша власть не терпит конкуренции, особенно среди себе подобных. Это давно пора всем усвоить. Да, по поводу этого решения, как-то непонятно пока. На мой взгляд, тут однозначно хватает всяких спорных моментов. Нет, я, конечно, не буду спорить с Верховным судом, ему, как говорится, виднее. Верховному суду как скажут, так он и решит. Меня вот тут другое пугает. Это что получается? Теперь вся наша сборная России по футболу экстремисты? Так что ли получается? Это как теперь болельщики на стадионе должны кричать: судья экстремист? А что теперь будет с нашей российской эстрадой? Я имею в виду экстремистски настроенной ее частью. Согласитесь, как-то нелепо будет звучать, да? Филипп Педросович Киркоров – народный экстремист Российской Федерации. Нет, правда, мне вот тут пишут неравнодушные люди, что теперь будет с Киркоровым, Басковым, Зверевым и другими махровыми экстремистами? Хороший вопрос. Я думаю, правильным было бы внести в это решение суда маленькие поправки. Например, написать, что лояльные к власти экстремисты могут не беспокоиться, и им ничего не будет. Как говорится, один раз не экстремист. Или например, сравнить моего коллегу Антона Красовского и соседа, который в воскресенье в 8 утра включает свой перфоратор. Кто из них больше экстремист? Тот, который сделал камин-аут? Или тот, который сделал ремонт? А что на дорогах у нас происходит? Каждый водитель Бэхи – это ж скрытый экстремист. Поворот не включил, машину подрезал и скрылся. И хрен ты его потом догонишь. Меня лично никто еще не догнал, хоть я и на Мерсе езжу. Это что получается? Что я с этого момента тоже подпадаю под это определение, так что ли? Меня же эти украинцы как только не называют. И экстремист, и чистый экстремист, и экстрем конченый. Поэтому для таких, как я, для деятелей таких, как я, в обязательном порядке должен существовать иммунитет. Да я, честно говоря, по этому поводу особо не парюсь. А парюсь я по какому поводу. Тут дочь моя, некогда любимая, Екатерина, у себя в Инстаграме решила поглумиться над столь важным решением Верховного суда. Она написала: «Я обожаю театр абсурда, но это уже дурной анекдот. Несуществующие безобидные организации признаем экстремистскими, а Хамасу устраиваем приемы в Кремле. Даже Оруэлла бы уже стошнило от перенасыщения». Ты глянь, как изрыгнула. Прям как папка учил. Да это меня сейчас должно стошнить от осознания того, кого я воспитал на свою голову. Да как только твои пальчики, которые я в детстве расцеловывал, повернулись напечатать такое. Я не для того 26 лет позорюсь на телевидении, чтоб какая-то девчушка теперь позорила меня на весь интернет. Ты, может, забыла, но в нашей семье подобную галиматью могу озвучивать только я. И то, когда мне сверху скажут это делать. Так я хотя бы за это огромные деньги получаю. А ты-то чего бесплатно в этом окаешься? В общем, ладно, дома поговорим. Хотя вряд ли после такого я тебя домой к себе впущу. В целом неприятно, конечно. Хочется перефразировать известную поговорку: сын за отца не отвечает, а отец за такую дочь тем более. Кстати, нужно ж сына предупредить. Алло, сынуля, привет, ты сейчас где? Я понимаю, что дома. Дома в Москве или дома в загнивающем Лондоне? В Лондоне? Вот и отлично, вот там и загнивайся. Ой, там и оставайся.
Чё звоню? Хотел попросить тебя, чтоб ты к нам на Новый год не приезжал. Я тебе потом все объясню. А лучше просто почитай последние новости, сам поймешь. Что говоришь? Платье новое купил? Молодца, скинешь фотку? Только я тебя очень прошу, скинь мне ее в личку, а не для всех в инсту, как ты обычно делаешь, да? Все, пока. Я не понял, а почему камеры до сих пор пишут? Вы что, это в эфир пустили? Вы вообще башкой своей не думаете? Где режиссер? Приведите мне сюда этого экстремиста!